Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Близнецы. Расклад называется «Колесо жизни». Давайте посмотрим, что вас ожидает представителей знака зодиака Близнецы в 2022 году. В конце расклада у нас будут советы от оракулов и будет маятник. Если у вас есть какое-то заветное желание, подумайте о нем, мы посмотрим, исполнится оно или нет в 2022 году. Также всех представителей знака зодиака Близнецы я поздравляю с наступающим или уже наступившим Новым годом. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, взаимопонимания и реализации всех ваших намерений, задумок, исполнения вашей мечты. Надеемся, что 2022 год будет намного легче, чем был 2020 и 2021. Близнецы. Прогноз на 2022 год. Начнем мы со сферы карьеры, работы, бизнеса. Что у вас будет происходить в 2022 году? Совет. Финансы. Совет. Отношения, любовь, семья, брак. Для тех, кто в поиске. Что нам покажут карты? Совет. Отношения с другими людьми. Это могут быть ваши дети, родители, друзья, коллеги на работе, бизнес-партнеры. Также это может быть ваши клиенты, заказчики. Совет. Ваше эмоциональное состояние, настроение. Совет. Творчество, творческие проекты. Для кого это актуально? Совет. Отдых, поездки, путешествия, развлечения. Совет. И ваше саморазвитие, обучение. Для кого это тоже актуально? Совет. Еще у нас с вами будет одна карта. Это общий, основной акцент этого года. На что вам нужно обратить внимание в 2022 году. Ну, карту мы откроем в конце. Хорошо, наш с вами прогноз готов. Давайте начнем с первого. Это у нас карьера, бизнес. И здесь у вас ложится двойка пентаклей. Карта говорит, что, скорее всего, помимо основной работы у вас будет какой-то приработок. Кто-то может найти второй источник дохода, может быть, какие-то шабашки. Также это может быть неофициальная работа. То есть, как бы вы вроде как и трудоустроены, но в стаж это идти не будет. Если вы захотите начать какой-то бизнес, какое-то дело, двойка всегда говорит, что, может быть, вот 22 год для вас не самый лучший момент, когда начинать надо что-то новое. Так, а в совете что? Если хотите что-то начать, значит, нужно взвесить свои возможности. Да, карта советует вкладываться в свой бизнес. Но как бы у нас вот здесь два, да, и там два. То есть она говорит, если будете брать какую-то еще неофициальную приработку, то рассчитывайте свои силы. Вас могут, знаете, вот вы где-то работаете, вас могут попросить присоединиться к какому-то проекту, может быть, в качестве помощника, консультанта, или именно вот делом, да, вот руками. Также карта может говорить, что вы вот взвешиваете по двойке, начать, но, скорее всего, то ли финансов мало, то ли вы не очень уверены. А вот шестерка говорит, что вы можете сами кого-то пригласить к себе, кто может вам помочь в карьере или в бизнесе. И в то же время совет шестерка говорит, что вот если это ваш собственный бизнес, то здесь нужно действовать смело. Двойка все-таки, у нас двойки всегда это выбор, это нерешительность. Да? Мы взвешиваем свои возможности, скорее всего, материальные. Здесь может быть еще что-то, как волонтерством работа или где-то в благотворительности, как приработка. Хорошо, ваши финансы ложится старший аркан смерть.
Ну, смерть вообще говорит о переменах. Может быть, какой-то источник дохода у вас закроется. Что у нас здесь? Совет. Король Пентаклей. Смерть. Может быть, кто-то будет уходить с одной работы на другую. Если вы здесь планируете что-то начинать, может быть, вы работали на кого-то, а теперь принимаете решение на себя, да, вот взвешиваете свои возможности, может быть, или кого-то к себе притягиваете, или вливаетесь в какой-то коллектив. Тут по королю Пентаклей, в принципе, вы можете занять очень стабильное финансовое положение. Это может быть работа на кого-то, а может быть работа на себя. Но здесь карта вам советует, если что-то начинаете, да, это здорово, но не рискуйте. Также вам в финансах может помочь какой-то король Пентаклей. Ну, может быть, это для женщин ваш супруг, отец, может быть, взрослый сын для кого-то. Для мужчин это может быть начальник или покровитель. Вот карта говорит, если этот человек вам что-то посоветует, прислушайтесь, а если что-то предложит, то соглашайтесь. Но здесь смерть – это перемены, и перемены идут к королю Пентаклей. То есть здесь можно очень хорошо или заработать, или занять хорошее положение. Хорошо. Любовные отношения, семья, брак для тех, кто в поиске. Здесь ложится тройка кубков. Здесь могут происходить какие-то радостные события в вашем доме. Для тех, кто уже состоит в отношениях, это может быть рождение малыша, может быть, у вас какой-то юбилей в этом году. Вообще карта очень легкая, она говорит, что мы радуемся, мы какие-то праздники отмечаем, мы рады встречать людей, а также мы любим и сами куда-то ходить. Если вы в отношениях, то здесь может карта говорить о помолвке и свадьбе. Если вы в поиске, вы можете познакомиться. Вас могут пригласить на какой-то праздник, юбилей, свадьбу. Обязательно пойдите. Так, совет. Маг. Угу. Ну, маг у нас это человек, который может очаровать и притянуть, покорить любого. Карта в совет всегда говорит, если у вас уже есть кто-то на примете, может быть, вы стесняетесь подойти, признаться человеку в своих чувствах. Вот по магу она говорит, нужно действовать. Ну, хотя бы проявите знаки внимания, хотя бы намекните человеку, что вы неравнодушны. Потому что по магу вы будете обладать и магнетизмом, притяжением. Но еще вы будете обладать даром красноречия и умением коммуницировать с другими людьми. То есть вы этого человека можете просто очаровать. И если вы в кого-то влюбитесь в 2022 году, может, пока у вас никого нет. Тут вот тройка. Может быть, знаете как? Вот две девушки познакомились с одним парнем. И вы подруги, да, и вам обоим понравился один человек. Здесь карта говорит, все равно постарайтесь привлечь внимание. Потому что маг – это человек целеустремленный, он ставит цель и идет к ней. Вот вам так советуют действовать на любовном фронте. У кого-то здесь может быть, я говорила про беременность или рождение малыша. Здесь может быть, если какие-то проблемы, вам нужно искать хорошего специалиста, который поможет вам забеременеть. Но вообще вот в отношениях в любви здесь будут очень активны мужчины. Хорошо, отношения с другими людьми. Я говорила, это дети, родители, то есть это люди, которые вас окружают. Если у вас ложится император, так я бы сказала, что мир крутится вокруг вас. Но люди вас видят очень целеустремленным, может быть, даже немного властным человеком. Но в то же время, если вы слово дали, то вы его обязательно сдержите. Может быть, отношения в основном у вас, например, по работе, по бизнесу. Так, а что у нас здесь? Ну, тут два старших аркана, еще и колесница. Колесница, поездки. У кого-то может быть здесь при помощи друзей. Кто-то может или поехать за границу, кого-то проведывать, или кто-то может получить гражданство. То есть это может быть иммиграция, но при помощи кого-то. Ну, может, там у вас родственники какие-то, друзья есть. На мужчин эта карта накладывает роль отца, который решит все вопросы с родителями, с детьми.
Это именно заниматься воспитанием ребенка, направлять на правильный путь. Поездки. Может быть, вам придется там ребенка возить в какие-то секции, постоянно куда-то передвигаться. Или родители у вас, например, старенькие, вам нужно постоянно ездить, продукты возить, может быть, лекарства. И я думаю, что вы к друзьям также относитесь. Император — это человек, который решит любые вопросы и поможет, если это в его силах. Так, хорошо. Творчество, да? У нас творчество. Нет, это у нас ваше эмоциональное настроение, состояние в 2022 году. Ждете вы каких-то поездок? Да, 2 жезловые карты. Ну, во-первых, очень много коммуникаций будет у вас. Может быть, у вас, например, работа связана с интернетом, с торговлей или коммуникация, общение. Скорее всего, с людьми, которые живут в других городах, в других странах. Может быть, я и говорю, работать через интернет. Кто-то настроение, да, кто-то ждет какой-то поездки. Вот вы стоите на берегу, вы уже собрали вещи, вы готовы отправиться в путь, но еще на дороге очень много препятствий. Хотя карта говорит, есть шанс добиться желаемого. Но подумайте, стоит ли вам сейчас вот идти напролом через вот этот бурелом этих жезлов. Может быть, все-таки по тройке нужно еще подождать. Может быть, у кого-то настроение, например, куда-то уехать, переехать, сменить место жительства. У кого-то, может быть, вот реально стоит вопрос с переездом в другой город, в другую страну. Да, препятствий много, но преодолеть вы их можете. То есть вот это ваше эмоциональное настроение, ожидание какой-то поездки, это может быть, конечно, еще и продвижение по карьерной лестнице, реализация каких-то ваших планов. Тут то ли очень много конкурентов вам приходится сражаться, да, или много очень препятствий на пути. Сейчас я еще одну карту. Король мечей. Ну, тут все будет зависеть, скорее всего, от вас. Или, если уехать, то здесь вам нужно будет просто дождаться каких-то официальных разрешений. Это может быть виза, приглашение на работу, то, что поможет вам переехать. У кого-то может быть здесь борьба, например, со здоровьем. Ну, тут вам поможет врач. Ну, а так, это вы, король мечей, вы можете этот вопрос решить. Ну, вот реально придется, наверное, побороться. Это может касаться и работы, и каких-то ваших планов, может быть, и отношений. Хорошо, творчество, творческие проекты. Здесь у вас страшный суд и дьявол. Смотрите, очень много старших арканов. Год для вас будет судьбоносный. Здесь по страшному суду может быть какое-то осознание или зов души заняться чем-то, развиваться творчески. Может быть, вы захотите научиться рисовать или там играть на инструменте. Может быть, вы услышите, какие-то курсы набирают. Вот страшный суд иногда говорит вот звонок, какое-то сообщение. А также это может быть научиться танцевать или вышивать, например. Для мужчин, может быть, у вас душа лежит заняться там деревяшками, да, там что-то выпиливать, выстругивать. И по дьяволу вот вас будет прям тянуть. Это, знаете, вот заняться каким-то хобби, творчеством и попасть вот в эту зависимость. Но еще дьявол показывает креатив, и страстное желание. Сейчас я еще одну карту, потому что все-таки 2 старших аркана. Вы знаете, вы даже на этом потом сможете зарабатывать. То есть здесь вам карты говорят, если вы уже сейчас или в 2022 году почувствуете вот этот вот зов, что вот я хочу, например, чему-то научиться, прислушайтесь. Вы потом это хобби можете перевести в заработок. Это будет уже ваша профессия. Может быть, это и призвание ваше в этом состоит. Хорошо, отдых, поездки, путешествия. Да, здесь 6 мечей. Может говорить, что кто-то будет очень много ездить в этом году.
Кто-то может отправиться в эмиграцию, кто-то будет переезжать, менять место жительства. Это обретение равновесия и гармонии. Тут еще, знаете, эти две карты говорят, если вы планируете переезд в другую страну, придется ждать. Может быть, это произойдет, но ближе к концу того года. Но в любом случае, какие-то поездки будут для вас очень целительны. Это будет вас наполнять. Это могут быть даже просто поездки в другие города, вот просто развеяться. Но шестерка мечей может говорить и над водной гладью, и по водной глади. Кто-то, может быть, к морю съездит, может быть, даже не раз. Кто-то может уехать совсем. Хорошо. И последнее у нас это ваше собственное развитие, обучение. Здесь у нас ложится старший аркан сила и башня, но у вас вообще не старший аркан. Да, здесь у вас грандиозные перемены в 2022 году. Сила и башня. Обучение, развитие. То у вас может поменяться мировоззрение по башне. Уйдут какие-то старые представления. Например, по силе у вас может начать развиваться интуиция. Вас может потянуть к духовному росту. Это слом каких-то узких рамок, в которые вы себя, например, ну не обязательно вы, это может быть от воспитания идет, или там, от того места, родители нас так воспитывали. Здесь может быть что-то произойти, и вы полностью поменяете свое мировоззрение. Может даже это произойти как-то неожиданно. Башня это всегда как-то, вот, знаете, быстро. Может быть, увидите какое-то видео на ютубе, и это полностью перевернет ваше понимание, как все происходит. Может быть, вы захотите получить какие-то знания, или там заняться, например, медитациями, духовным ростом. Еще два старших аркана, да. Да, это новое обучение. А кто-то, знаете, может переехать в другую страну, и вам нужно будет, как обучение, учить чужой язык. Может быть, даже вы там поступите на какую-то новую работу, и вам придется обучаться. Стать кому-то под руку, или это вообще новая сфера деятельности. Но восьмерка всегда говорит, когда человек учится, развивается, растет, будь то в работе, в карьере, может быть, в каких-то ваших домашних делах, или это духовный рост. Так, давайте посмотрим основной акцент этого года, 22-го, для вас. Но обратите внимание на свою работу, вкладывайтесь в свой бизнес. Вас может ждать продвижение из рыцаря в короля. Да, это у нас денежный канал. Для кого-то карта говорит, что вы можете уехать на заработки. Также здесь будут хорошие новости, перспективы, связанные с вашей работой, собственностью, деньгами. Если вы во что-то будете вкладываться, например, в свой бизнес, да, то прибыль будет расти. Может быть, не так быстро, как вам хотелось бы, но рост есть. Здесь карта еще намекает, что очень многое на работе, в бизнесе будет зависеть от людей, с которыми вы работаете. Вот, может быть, здесь мы смотрели, да, что вы являетесь, например, этим императором, и вы объединяете вокруг себя каких-то людей. И вас ждет продвижение вперед. Может быть, это ваши родственники, может быть, друзья. Или все-таки здесь, может быть, карта говорит об эмиграции. Для кого это актуально? Вообще, рыцарь Пентаклей у нас говорит о каких-то долгосрочных планах. Это может быть связано с вашей недвижимостью, работой, а может быть и с отношениями. Карта вам еще в совет говорит, планируйте проекты для вашего материального процветания, потому что у вас тут в совет в деньгах лег король. То есть вы можете добиться очень хороших финансовых результатов. Но вот по смерти вам нужно будет что-то сменить. Может быть, сменить работу, может быть, сменить сферу деятельности, а может быть, сменить местонахождение. Хорошо, давайте еще получим для вас советы. Близнецы, 22 год. Совет от оракула Королевы Луны. Траст. Ну, траст у нас это доверие. Карта говорит, развивайте уверенность в себе, и радость обязательно придет в вашу жизнь. Вы можете рассчитывать на собственные возможности, поэтому сейчас вам рекомендуют очень тщательно
планировать ваше будущее. Вот как я здесь говорила, долгосрочные проекты. Ну а по трасту, по доверию, да, верьте, что у вас ждет процветание и рост. Еще у нас совет от оракула «Магические врата», Близнецы, 22 год. Давайте получим еще совет для вас. Еще мне, по-моему, кверху ногами. Да. Не спеши. Быстрее всего я расту в минуты затишья. Так, сейчас я вам прочитаю. Да, вот, кстати, рыцарь Пентаклей, он никогда торопиться не будет. Он сначала все продумает, а уже потом начинает действовать. Продолжайте идти вперед, но спокойно и неторопливо. Останавливайтесь полюбоваться маргаритками, насладиться их запахом. Любите и цените то, что у вас уже есть. Хорошо, давайте мы сейчас посмотрим с вами маятник. Я сейчас карту уберу. Я надеюсь, вы уже загадали желание. Если нет, то загадывайте. Так, Близнецы. Маятник, ответь, пожалуйста, Близнеца. Исполнится ли их мечта или желание в 2022 году? Ответ «да». Такой у нас получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Еще раз с наступающим и наступившим Новым годом. Удачи вам в этом году. Всего вам хорошего.